Урок 1. Утренние привычки. Я заметил, что включение этих привычек в мой утренний распорядок очень помогает. Действительно. О каких привычках речь? Простые вещи, такие как растяжка, медитация или даже здоровый завтрак. Звучит полезно. Они определенно помогут задать позитивный тон на оставшуюся часть дня. Точно. Я чувствую себя более продуктивным и сосредоточенным после хорошего утреннего распорядка. Я должен попробовать это. Утро иногда может быть таким торопливым. Да даже 10 минут, уделенные себе, могут изменить ситуацию. Мне нравится идея начинать день со спокойной ноты. Давайте оба возьмем на себя обязательство улучшить наше утро. Урок 2. Запасы поставок. Да, давайте вернемся, когда нам понадобится больше припасов. Определенно. Это отличное место для всех необходимых вещей. Мне нравится, как организован магазин. Это делает покупки намного проще. Я согласен. К тому же, все необходимое у них всегда есть в наличии. Приятно иметь надежное место, где можно без проблем получить припасы. Да, и персонал действительно услужливый, что имеет значение. Я ценю хорошее обслуживание клиентов. Это улучшает впечатление от покупок. Абсолютно. Давайте обязательно запомним это место для будущих поездок. Добавлю в свой список любимых мест. Урок 3. Варианты оплаты. Могу ли я платить кредитной картой в этом магазине? Конечно, они принимают все основные карты, так что с вами все будет в порядке. Приятно это знать. Это делает покупки намного проще. Абсолютно. Я предпочитаю использовать свою карту для удобства. То же самое. Это избавляет меня от необходимости носить с собой наличные. Кроме того, при использовании карты легче отслеживать свои расходы. Точно. Так я всегда чувствую себя более организованным. Тогда давайте возьмем наши вещи и проверим. Звучит отлично. Я готов идти. Урок 4. Планы на выходные. Звучит весело. Какую одежду ты ищешь на эти выходные? Я надеюсь найти что-нибудь повседневное, но стильное для нашей прогулки. Это отличная идея. Комфорт– это ключ к успеху, особенно для веселого дня. Да, и я хочу чувствовать себя уверенно в том, что я ношу. Я полностью понимаю. Правильно подобранный наряд действительно может создать настроение. Точно. И я, наверное, поищу яркие цвета для веселой атмосферы. Звучит идеально для выходных. Пойдем за покупками вместе. Мне бы это понравилось. Будет приятно узнать мнение во время примерки. Тогда давайте проведем этот день весело. Урок 5. Вкусные карри. Да, у нас в меню есть вкусное овощное карри. Это звучит потрясающе. Я люблю ароматные карри. Могу ли я настроить уровень специй по своему вкусу? Конечно, вы можете выбрать, насколько мягкий или острый вкус вы хотите. Замечательно. Мне нравится небольшой удар, но не слишком много тепла.
Идеальный. Когда дело доходит до специй, приятно иметь выбор. Я ценю гибкость, это делает обед более приятным. Абсолютно. Давайте закажем его и насладимся вкусной едой вместе. Не могу дождаться, чтобы покопаться. Урок 6. Товары для творчества. Абсолютно. Я давно хотела купить новые краски, кисти и холсты. Это захватывающе. Какие проекты вы имеете в виду? Я думаю об изучении новых техник и стилей. Это звучит как забавный вызов. Мне бы хотелось посмотреть, что вы создадите. Спасибо. Думаю, свежие поставки вдохновят меня на новые эксперименты. Удивительно, как новые материалы могут возродить творчество. Да, и мне не терпится приступить к созданию моего следующего шедевра. Давайте съездим в художественный магазин на этих выходных. Отличная идея. Мне не терпится выбрать все, что мне нужно. Урок 7. Обзор и корректировки. Напоследок обсудим возможность пересмотра и корректировок нашего проекта. Это звучит важно. Регулярные обзоры могут помочь нам не сбиться с пути. Точно. Важно оценить наш прогресс и внести необходимые изменения. Я согласен. Корректировки могут привести к лучшим результатам в долгосрочной перспективе. Итак, на каких конкретных областях, по вашему мнению, нам следует сосредоточиться? Я считаю, что нам следует сначала посмотреть на наши сроки и распределение ресурсов. Это имеет смысл. Обеспечение достаточного количества ресурсов имеет решающее значение. Да, и нам также следует собрать обратную связь от команды, чтобы выявить любые проблемы. Отличная идея. Их идеи могут дать ценную информацию. Урок 8. Преодоление страха. Не бойтесь совершать ошибки, они являются частью обучения. Я ценю этот совет, но боюсь, что люди будут смеяться надо мной. Я понимаю этот страх, но каждый в какой-то момент совершает ошибки. Истинный. Я думаю, это естественно нервничать из-за ошибок. Точно. Важно то, как мы учимся и растем на основе этого опыта. Ты прав. Мне следует сосредоточиться на уроках, а не на страхе осуждения. Принятие ошибок со временем может привести к большей уверенности. Я постараюсь иметь это в виду в следующий раз, когда почувствую беспокойство. Вот это дов. Помните, все это часть путешествия. Урок 9. Танцевальное движение. Во время выступления танцоры поворачивались в разные стороны. Должно быть, это выглядело завораживающе. Мне нравится, когда в упражнениях есть динамичное движение. Танцоры песни заканчиваются, и мальчики занимают свои финальные позиции. Это звучит захватывающе. Я могу представить энергию в комнате. Это действительно было. Зрители были очарованы их мастерством. Танец может быть такой мощной формой самовыражения. Абсолютно. Он рассказывает историю, не нуждаясь в словах. Мне бы очень хотелось увидеть их выступление однажды вживую.
Давайте будем следить за их следующим выступлением. Оно того стоит. Урок 10. Подготовка к пикнику. Это хорошая идея. Я принесу сэндвичи для нашего пикника. Большой. Что еще нужно взять с собой, чтобы было приятно? Мы могли бы добавить немного фруктов и, возможно, немного напитков, чтобы сохранить свежесть. Да, закуски имеют решающее значение для успешной прогулки. Как насчет чипсов для хрустящего лакомства? Идеальный. Чипсы всегда станут интересным дополнением к любому блюду. И нам не следует забывать одеяле, на котором можно сидеть, пока едим. Абсолютно. Комфорт. Это главное во время пикника. Давайте составим контрольный список, чтобы не забыть ничего важного. Урок 11. Учимся на ошибках. Не волнуйся, ошибки случаются. Просто продолжайте идти и учиться у них. Я знаю, но иногда меня расстраивает, когда что-то идет не так, как планировалось. Я понимаю это чувство, но каждая ошибка– это возможность вырасти. Ты прав. Все дело в том, как мы реагируем на такие моменты. Точно. Если мы будем рассматривать ошибки как обучающий опыт, они станут менее пугающими. Я постараюсь изменить свою точку зрения в следующий раз, когда столкнусь с неудачей. Это отличное отношение. Это поможет вам стать более выносливым. Спасибо за поддержку. Это действительно помогает мне чувствовать себя лучше. В любое время. Помните, каждый шаг вперед– это прогресс. Урок 12. Спокойное пребывание. Мы надеемся, что во время вашего визита вы спокойно проведете время в своем отеле. Спасибо. Я с нетерпением жду расслабляющего опыта. Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить вам все необходимые удобства. Это обнадеживает. Хороший сервис действительно может улучшить поездку. Абсолютно. Мы гордимся тем, что создаем гостеприимную атмосферу. Я ценю это. Это имеет большое значение для путешественников. Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь спрашивать. Я буду знать, что поддержка доступна. Очень приятно. Наслаждайтесь временем, проведенным здесь, и дайте нам знать, если мы можем что-то улучшить. Урок 13. Пороги Замбези. К сожалению, на Замбези было слишком много порогов для судоходства. Это позор. Было бы здорово, если бы корабли могли плавать вверх по реке. Да, это открыло бы столько возможностей для торговли и путешествий. Точно. Интерьер стал бы намного доступнее. Удивительно, как география влияет на нашу способность исследовать. Я согласен. Реки играют очень важную роль в объединении сообществ. Если бы пороки не были такими сложными, все могло бы быть иначе. Да, но впечатляет и то, как природа может создавать такие препятствия. Истинный. Красота природы часто сочетается с ее трудностями. Урок 14. Потребности в такси. Придется ли мне вместо этого взять такси, чтобы добраться до мероприятия? Нет необходимости в такси. Это всего в 10 минутах ходьбы отсюда. Отлично.
Я люблю гулять, особенно в хорошую погоду. Да, это отличный способ насладиться окрестностями и заняться спортом. Точно. Плюс у меня будет время полюбоваться пейзажами по пути. Всегда приятно исследовать окрестности пешком, а не спешить. Я согласен. Прогулка позволяет вам заметить вещи, которые вы можете пропустить в машине. Точно. Давайте позаботимся о том, чтобы выйти немного раньше, чтобы мы могли насладиться прогулкой. Хорошая идея. Я с нетерпением жду этого. Урок 15. Подключение устройств. Не торопись, он должен появиться в списке доступных сетей. Я пытаюсь, но кажется, что мое устройство не подключается должным образом. Иногда требуется время, чтобы распознать сеть. Я подожду еще немного и посмотрю, появится ли он. Если этого не произойдет, мы можем попробовать перезагрузить ваше устройство. Это хорошее предложение. Я попробую, если понадобится. Технологии иногда могут быть непростыми, но мы разберемся. Да, я ценю ваше терпение. Это помогает облегчить мое разочарование. Без проблем. Давайте вместе разберемся с этим и подключим вас. Урок 16. Семейный визит. В другой день мы пошли навестить мою дочь. Это звучит прекрасно. Как она поживает? Она живет на ферме в часе езды отсюда. Ого, это должно быть красивое место. На фермах такая мирная атмосфера. Это действительно так. Пейзажи захватывают дух, особенно утром. Я могу себе представить проводить время с семьей на природе. Это прекрасно. Да, и она любит показывать нам свою ферму и всех животных. Это звучит как замечательный опыт. Семейные визиты особенные. Абсолютно. Я дрожу теми моментами, проведенными вместе. Урок 17. Острова и лава. Знаете ли вы, что некоторые острова образованы из породы, называемой лавой, которая выделяется из вулканов? Да, это увлекательно. Невероятно, как эти острова создаются над поверхностью океана. Точно. Однако на некоторых из этих островов больше нет действующих вулканов. Это правда. Это заставляет задуматься о том, как ландшафт может меняться со временем. Да, и интересно наблюдать, как развивается природа. Интересно, как выглядели первоначальные ландшафты до того, как они превратились в острова. Должно быть, они были совсем другими, с большой вулканической активностью. Удивительно, как природа обладает такой силой формировать Землю. Абсолютно. Исследование этих островов было бы захватывающим приключением. Урок 18. Доступность принтера. Есть ли в этом отеле принтер для гостей? Да, конечно. Это идеально подходит для тех, кому нужно распечатать документы. Какие варианты печати? Можем ли мы печатать в цвете или только в черно-белом режиме? На самом деле они предлагают оба варианта, что очень удобно. Замечательно. Приятно иметь такую гибкость, особенно для путешественников.
Абсолютно. Это облегчает обработку любых потребностей, возникающих в последнюю минуту. Я понимаю, насколько это будет полезно и для деловых путешественников. Да, и это приятный штрих, который усиливает общее впечатление гостя. Я рад это слышать. Мне становится комфортнее оставаться здесь. Урок 19. Традиционная еда. Мне очень интересно узнать об их традиционной еде. Да, в путешествии всегда интересно попробовать местные блюда. Однако я немного нервничаю из-за того, что не знаю, что делать с некоторыми незнакомыми продуктами. Это совершенно понятно. Пробовать что-то новое может быть страшно. Я надеюсь, что они дадут некоторые объяснения о блюдах, прежде чем мы приступим к делу. Да, небольшое руководство может сделать процесс намного приятнее. Хотелось бы узнать об ингредиентах и методах приготовления. Это определенно повысит нашу оценку кухни. Давайте спросим у местных жителей, что попробовать в первую очередь. Урок 20. Подбодривайте друг друга. Я не мог не согласиться. Давайте продолжим подбадривать друг друга и сохранять приверженность. Да, поддержка друг друга очень важна для достижения наших целей. Очень полезно иметь кого-то, кто будет подбадривать вас на этом пути. Абсолютно. Это поддерживает высокую мотивацию и облегчает решение проблем. Кроме того, празднование успехов друг друга делает путешествие еще более полезным. Да, каждая маленькая победа заслуживает признания. Я думаю, что мы оба сможем добиться многого, если будем держаться вместе. Определенно. Давайте продолжим подталкивать друг друга, стараться изо всех сил. Я с нетерпением жду того, что будет впереди. Урок 21. Карибское происхождение. Знаете ли вы, что большинство жителей Карибского бассейна происходят из стран, принадлежащих британцам? Да, удивительно, как колонизация повлияла на местную культуру. Точно. Сочетание разных традиций создает уникальный культурный гобелен. Мне нравится, насколько разнообразен Карибский бассейн с таким количеством языков и традиций. Да, и это делает путешествие туда таким богатым опытом. Мне бы хотелось изучить историю и посмотреть, как она сформировала острова сегодня. Нам еще так много предстоит узнать о влиянии миграции и культуры. Абсолютно. Было бы интересно познакомиться с местными жителями и услышать их истории. Давайте спланируем поездку, чтобы погрузиться в эту яркую культуру. Урок 22. Все необходимые для кемпинга. Определенно. Не забудем также купить коврик хорошего качества. Это отличная идея. Удобный коврик имеет огромное значение в походе. Да, особенно если вы хотите хорошо выспаться под звездами. Точно. Все дело в том, чтобы сделать этот опыт приятным и расслабляющим. Я также поищу тот, который обеспечит хорошую изоляцию. Это важно. Это помогает нам согреться ночью. Я в восторге от нашего похода. Это будет веселое приключение. Я тоже. Прежде чем отправиться в путь, давайте убедимся, что у нас есть все необходимое.
Согласованный. Подготовка– залог успешного путешествия. Урок 23. Ветреные моменты. Все двигалось из-за ветра. Это было настоящее зрелище. Это звучит интересно. Был ли сильный ветер? Да, оно было достаточно сильным, чтобы заставить все мягко покачиваться. Мне нравится, как ветер может принести жизнь в окружающую среду. Затем произошло самое смешное. Я потерял шляпу. О, нет, он улетел по ветру. Да, оно взлетело, как птица. Мне пришлось его преследовать. Должно быть, это было настоящее приключение. Это было. Наконец я это понял, но не без смеха. Урок 24. Советы по декорированию. Вы ищете доступные способы украсить свое пространство. Да, я. Есть ли у вас какие-нибудь советы о том, как преобразить пространство, не тратя слишком много? Абсолютно. Один из простых способов– освежить стены с помощью краски. Это отличная идея. Новый цвет действительно может изменить атмосферу. Вы также можете добавить несколько растений. Они привносят жизнь и цвет в комнату. Да, растения не только красивы, но и улучшают качество воздуха. Другой вариант– переставить мебель. Иногда новый макет может творить чудеса. Я никогда об этом не думал. Это как придать комнате совершенно новый вид. Точно. Небольшие изменения могут оказать большое влияние. Урок 25. Удобство в отеле. Включены ли какие-либо удобства в проживании в нашем отеле? Да, у них есть тренажерный зал, бассейн и бесплатный завтрак для всех гостей. Это звучит фантастически. Тренажерный зал идеально подходит для поддержания моей физической формы. Абсолютно. А наличие бассейна для отдыха– приятный бонус. Мне нравятся отели, предлагающие бесплатный завтрак. Это экономит время утром. Да, это отличный способ начать день с хорошей еды. Я рад, что мы выбрали это место. Кажется, здесь есть все, что нам нужно. Определенно. Это делает наше пребывание намного приятнее и удобнее. Не могу дождаться, чтобы осмотреть все удобства, когда мы приедем. Урок 26. Планы путешествий. Я планирую поехать на 2 недели, чтобы провести несколько дней в каждой стране. Это звучит как потрясающее путешествие. Какие страны вы посещаете? Я планирую исследовать Испанию, Италию и Грецию. Ух ты! Это все красивые места с богатой историей. Да, я хочу погрузиться в культуру и попробовать местную кухню. Это отличная идея. Еда– очень важная часть путешествия. Я также планирую посетить некоторые известные достопримечательности и скрытые жемчужины. Идеальный баланс между популярными и менее известными местами дает незабываемое впечатление. Мне не терпится отправиться в это приключение и оставить незабываемые воспоминания. Урок 27. Выбор цвета линзы. Для моего лица. О цвете лис вы подумали. Да, у меня есть. Я думаю, что более светлый оттенок
действительно дополнит ваши черты лица. Это звучит неплохо. Я хочу что-то, что улучшит мой внешний вид, но не будет слишком смелым. Точно. Нежный цвет может иметь большое значение, но при этом выглядеть естественно. Я также хочу убедиться, что линза обеспечивает хорошую защиту от ультрафиолета. Это умно. Защищать глаза так же важно, как хорошо выглядеть. Я ценю ваш вклад. Это помогает мне чувствовать себя более уверенно в своем выборе. Я рад помочь. Давайте позаботимся о том, чтобы вы нашли идеальную пару. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как они будут выглядеть, когда они у меня появятся. Урок 28. Поиск руководства. Тогда это потрясающе. Мне могли бы пригодиться советы человека, который хорошо разбирается в новом городе. Абсолютно. Без знания местного жителя ориентироваться в новом месте может быть непросто. Да, я хочу максимально использовать свой визит, не пропустив ключевые места. Я могу поделиться некоторыми советами и достопримечательностями, которые, я думаю, Это вам было бы понравятся. фантастически. Мне очень хочется узнать о скрытых драгоценностях. Есть несколько отличных ресторанов и парков, которых нет в путеводителях. Идеальный. Мне бы хотелось познакомиться с культурой за пределами обычных туристических зон. Давайте вместе спланируем день для прогулок. Это будет весело. Я с нетерпением жду этого. Спасибо за вашу помощь. Урок 29. Задержка рейса. Привет. Вы тоже ждете задержки рейса? Да, это так неприятно. Слышали ли вы какие-нибудь обновления? Еще нет. Я проверяю доску каждые несколько минут, но новостей нет. То же самое. Трудно сохранять терпение, когда ты готов действовать. Я знаю. Обычно я предпочитаю приходить пораньше, чтобы избежать подобных ситуаций. Я тоже. Такое ощущение, что просто сидеть без дела. Пустая трата времени. Абсолютно. Надеюсь, они скоро что-нибудь объявят, и мы сможем приступить к работе. Пальцы скрещены. По крайней мере, мы можем составить друг другу компанию, пока ждем. Это правда. Это гораздо лучше, чем сидеть в одиночестве. Урок 30. Начальные советы. Есть ли у вас какие-нибудь советы для меня, когда я начинаю свой новый проект? Что ж, обязательно начните с четкого плана, чтобы вы знали, на чем сосредоточиться. Это звучит как надежная стратегия. Я часто сбиваюсь с толку, не имея четкого направления. Да, наличие дорожной карты может помочь вам сохранить организованность и мотивацию. Прежде чем приступить к делу, я обязательно опишу свои цели. И не забывайте разбивать задачи на более мелкие шаги. Это делает их более управляемыми. Это отличная идея. Маленькие победы действительно могут помочь сохранить импульс. Точно. Отмечайте эти достижения по пути. Спасибо за совет. Сейчас я чувствую себя более подготовленным к реализации этого проекта. Урок 31. Параметры помещения. Большой. Какой тип номера вы ищете? Я предпочитаю одноместный номер с видом на город. Это добавляет особый штрих моему пребыванию. Это звучит прекрасно. Вид действительно может улучшить общее впечатление.
Да, просыпаться с видом на красивый горизонт — отличный способ начать день. Я согласен. Плюс приятно иметь место, где можно расслабиться и насладиться пейзажами. Точно. У вас тоже есть предпочтение по поводу вашей комнаты. Если возможно, мне бы хотелось номер с балконом. Это было бы идеально, чтобы насладиться свежим воздухом. Давайте обязательно запросим эти функции при бронировании. Урок 32. Отношения с персонажами. Я знаю людей, которые чем-то напоминают им героев этих пьес. Это интересно. Удивительно, как близкие персонажи могут найти отклик у нас. Да, это делает истории более личными и интересными. Я согласен. Когда персонажи отражают черты реальной жизни, это добавляет повествованию глубины. Точно. Это заставляет меня задуматься о том, что у каждого из нас есть свои истории, которые можно рассказать. Да, у каждого человека, которого мы встречаем, есть уникальный опыт, который формирует его. Интересно видеть эти отражения в искусстве и культуре. Абсолютно. Это обогащает наше понимание человеческой природы. Давайте рассмотрим больше пьес, в которых освещаются такие персонажи. Урок 33. Баланс между работой и личной жизнью. Если кто-то пытается найти баланс между работой и личной жизнью, что бы вы посоветовали? Я бы предложил делать небольшие шаги и устанавливать четкие границы. Это отличная идея. Важно уделять приоритетное внимание личному времени. Да, и даже такие простые действия, как планирование перерывов, могут изменить ситуацию. Я согласен. Речь идет о том, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас. Точно. Последовательность является ключом к установлению здорового распорядка дня. Я буду иметь это в виду. Небольшие изменения могут привести к большим улучшениям. Да, и не стесняйтесь обращаться за поддержкой, когда это необходимо. Спасибо за совет. Я чувствую себя более подготовленным для решения этой задачи. Урок 34. Аварийный выход. Хорошо, сейчас я пойду к ближайшему запасному выходу. Это умный ход. Важно знать пути выхода. Да, безопасность всегда должна быть приоритетом в любой ситуации. Определенно. Во время чрезвычайных ситуаций важно сохранять спокойствие и сосредоточенность. Я рад, что мы готовы и знаем, куда идти. Абсолютно. Это дает мне душевное спокойствие, зная, что у нас есть план. Также будем следить за анонсами. Да, информированность помогает нам принимать лучшие решения. Я ценю вашу активность в этом вопросе. Урок 35. История Ниагарского водопада. Когда первые европейцы пришли на Ниагару, водопад был окружен лесом. Это звучит красиво. Я могу себе представить, насколько это должно было быть потрясающе. Да, шум водопада был слышен за много мил. Это невероятно. Должно быть, для них это было впечатляющее зрелище. Абсолютно. Тема природы поистине завораживает. Мне нравится, как в таких местах переплетаются история и природа. Да, и интересно думать о том, как менялся ландшафт с течением времени. Мне бы хотелось узнать больше об историях людей, которые там жили.
Давайте спланируем посещение Ниагарского водопада и изучим его богатую историю.